танковые дивизии, воздушные армии, части пехоты. Вся военная мощь, которая накапливалась под Курском несколько месяцев, пришла в движение. Началось сражение, которое немецкий генерал фон Мелентин назвал величайшей танковой битвой в истории войн. Все самые современные виды оружия того времени были брошены в бой. Для проделывания проходов в минных полях немцы использовали радиоуправляемые танкетки. Они тянули сцепку из нескольких тяжелых зубчатых колес, которые, наезжая на мины, провоцировали их взрыв или сгружали на них мощные заряды взрывчатки, уничтожавшие мины сразу на большой площади. Так расчищалась дорога для самоходок «Фердинанд», идущих следом. Однако на перерытом взрывами поле безопасной дороги не было видно. «Фердинанды» сбивались с пути и подрывались один за другим. Противотанковые мины рвали гусеницы, а советские пушки разбивали ходовую часть тяжелых машин. К вечеру первого дня наступления уже половина «Фердинандов» вышла из строя. На южном фасе на немецкие «Тигры» и «Пантеры» тоже обрушился шквальный огонь артиллерии, затруднявший разминирование. «Тигры» подрывались на минах и выходили из строя даже при непробитой броне. В зоне наступления немцев встретило 500 километров противотанковых рвов. Чтобы танки смогли их преодолеть, приходилось подрывать стенки этих рвов точными ударами авиабомб с пикирующих бомбардировщиков. Прежней легкости блицкрига уже не было. Немецкие танковые и пехотные дивизии буквально увязали в лабиринте полос советских укреплений. Уничтожив один противотанковый артиллерийский пункт, немецкие танки тут же подвергались обстрелу из другого. В донесениях немецких частей звучали фразы «остановлены», «окопались». Немецкий генерал фон Мелентин. Следует подчеркнуть искуснейшую маскировку русских. Ни одного минного поля, ни одного противотанкового района не удавалось обнаружить до тех пор, пока не подрывался на мине первый танк или не открывало огонь первое русское противотанковое орудие. Однако боевой опыт немцев и их новая техника все же делали свое дело. Они стали концентрировать силы на узких участках. Немецкие танковые части действовали боевым порядком, клин. Его острие образовывали тяжелые «Тигры», которым предстояло уничтожать советскую противотанковую оборону. За ними шли средние и легкие танки. Пробив даже малую брешь в советской обороне, немцы всеми силами ее расширяли. В первый день битвы группировку Манштейна поддерживали почти 400 самолетов. Град авиабомб выводил из строя один противотанковый опорный пункт за другим. С помощью авиации немцы пробивали коридоры и в минных полях. Сброшенные бомбы заставляли мины детонировать, и по расчищенным коридорам устремлялись немецкие танки. Все это требовало огромной массы техники и боеприпасов. Но немцы не жалели ни того, ни другого, справедливо рассчитывая, что дальше минных полей будет меньше. Первую полосу советской обороны танковый корпус СС прошел всего за 17 часов. Чтобы остановить немецкие танки, Ватутин решил им навстречу бросить свои танковые резервы. Сильнейшей из них была первая танковая армия Катукова. Первые столкновения с наступающими новыми немецкими танками обескураживали. Катуков вспоминал доклад командира одной из передовых бригад своей армии. Бурда стал рассказывать. На их участке противник атаковал непрерывно. По 50-100 танков шли. Впереди «Тигры», «Пантеры». А с ними трудно, товарищ командующий. Бьешь по ним, а снаряды рикошетом отлетают. Ну, и каковы результаты боя? Потери. Ужасные потери, товарищ командующий. 60% бригады. Справка. Советским танкам Т-34-76, воевавшим летом 43-го года под Курском, для того, чтобы поразить «Тигра», требовалось приблизиться к врагу на дистанцию 500 метров и ударить по тонкой бортовой броне. Немецкие же танки «Тигр» и «Пантера» могли пробить даже лобовую броню Т-34-76 с расстояния более 2 километров.
Огромные потери армии вынудили Катукова высказать Ватутину свои сомнения. Однако ответа не последовало. Скрипя сердцем, Катуков продолжал собирать силы для броска вперед, когда в его штабе раздался телефонный звонок. Сталин просил высказаться о возможных вариантах действий. Катуков предложил использовать танки для ведения огня с места, из засад, чтобы, подпуская машины врага на расстоянии 300-400 метров, уничтожать их прицельным огнем. Сталин некоторое время молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Вы наносить контрудар не будете». Танки Катукова заняли оборону рядом с артиллерией и пехотой. Находившийся на соседнем участке Сталинградский гвардейский танковый корпус генерала Кравченко действовал в точности по приказу Ватутина. С полномочиями от командующего армией к генералу прибыл полковник Никифоров, который, угрожая оружием, требовал идти в контратаку. Немецкие танки нужно было остановить любой ценой. Прямолинейное исполнение приказа привело к трагическим последствиям. Корпус Кравченко пошел в атаку, но немцы обошли его с флангов и замкнули круг. От полного разгрома корпус спасло лишь то, что кольцо окружения оказалось неплотным. Ночью танки Кравченко, потеряв больше половины машин, смогли с боем прорваться к своим. На севере Рокоссовский также отдал приказ на контрудар. Утром следующего дня после начала немецкого наступления вторая танковая армия генерала Родина контратаковала немецкий танковый клин. Но и этот ответный удар успеха не принес. Спустя несколько часов советские танкисты отошли на исходные позиции. Ближе к вечеру под проливным дождем в атаку перешел еще один корпус, и вновь безрезультатно. Потери были меньшими, чем у Ватутина, но несколько десятков 34-ок остались чадить густым черным дымом на раскисшем поле. Танковая армия Родина также перешла к обороне, и вскоре эта тактика принесла результаты. Модель ввел в бой свежую танковую дивизию из своего резерва. Изучив обстановку, он нацелил ее на слабую точку советской обороны – село Теплое. Однако командир корпуса генерал Лемельзен, которому подчинили дивизию, свел все танки в одну бригаду, атакуя крупной массой техники на узком участке фронта под Ольховаткой. Здесь их и встретили замаскированные советские танки, и атаки немцев разбились о советскую оборону. Другой ключевой точкой сражения на Северном Фасе стала железнодорожная станция Паныри, от которой остались лишь руины. Для ее штурма немцы создали группу «Каль» из уцелевших «Фердинандов» и самоходок «Брумбар». Группе удалось прорваться глубоко в тыл советским частям, оборонявшим станцию. Однако здесь немецкие танки попали в огневой мешок нескольких противотанковых артполков. Наводчик орудия 2-го дивизиона 159-го гвардейского артполка гвардии сержант Фомин уничтожил 5 средних и 2 тяжелых танка «Тигр». Будучи раненым, продолжал вести огонь. За этот подвиг сержант удостоен звания Героя Советского Союза. Огневой мешок, то есть обстрел танкового клина с 3 сторон, организовывали за счет так называемых заигрывающих орудий. Открыто ведя огонь, они привлекали танки врага на себя. Те, двигаясь к орудиям, попадали под боковой обстрел противотанковых батарей, находящихся в укрытии. От артиллеристов требовалась огромная выдержка и мужество, чтобы подпускать атакующие танки на дистанцию 200-300 метров, с которой пробивалась их броня. Группа «Каль» была остановлена. Ни под Ольховаткой, ни под Панырями немцы успеха не достигли. Уже на 5-й день битвы наступление Моделя на северном фасе Курской дуги практически остановилось. Задачу измотать противника Рокоссовский выполнил, и теперь настало время думать о наступлении. Жуков по телефону в разговоре со Сталиным назвал дату его начала – 12 июля. В то время как на Центральном фронте враг был остановлен, ситуация на Воронежском фронте становилась критической. Здесь у немцев простора для маневров было больше. Медленно, но верно, несмотря на большие потери танков, они преодолели уже 2 из 3 полос обороны. Командиры советских противотанковых бригад